Всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Судя по мотоциклу DRZ400 у меня за спиной, я думаю, вы все уже поняли, что сегодня речь пойдет именно о нем, а точнее о подарочках для моего DRZ. Итак, пришли еще 3 позиции тюнинга на мой DRZ400. Давайте распаковывать, смотреть, что внутри, ну и, конечно же, прикручивать к мотоциклу и все это дело тестировать. Итак, друзья, напомню, что зима у нас время подарков для наших мотоциклов. Итак, у меня теперь 3 позиции от уже известного бренда Savage. Вы помните, я уже заказывал у них запчасти для DRZ400, остался доволен. И вот у нас новая посылка от этого же бренда. Итак, у нас первый пакет, в нем у нас идет защита заднего тормозного диска. Ну и, соответственно, 2 болтика крепления. Для тех, у кого DRZ400, вы знаете, что задний тормозной диск, он защищен небольшим таким пластиковым чехлом. У меня он был белого цвета, стоял, пока я первый раз не стукнулся где-то об камень. И, соответственно, вот эти места, где этот пластиковый чехол крепился к маятнику, они сразу же лопнули, и все это дело отвалилось. Ремонтировать, паять я его не стал, потому что пластик в этом месте вещь довольно-таки ненадежная. И вот мне подвернулся вот такой девайс. Это тоже такой небольшой плуг, защита для тормозного диска, чтобы если вы куда-то на камень падаете, первый удар принял на себя вот он, а не тормозной диск. Выполнено это все из дюроалюминия и покрашено вот в такой вот офигенный синий цвет. Мотоцикл у меня синий, я думаю, туда это будет прям в тему. Не готов, конечно, сказать, насколько качественная эта защита для тормозного диска, потому что родной вот этот пластиковый чехол, он не только защищал от ударов, но еще и защищал от грязи. Тут только будет защищать от ударов, но посмотрим. Как бы то ни было, в любом случае первый удар примет на себя не тормозной диск, а вот эта алюминиевая вставка. Поэтому, думаю, если будет такая ситуация, он должен отработать. Ну и плюс ко всему это будет еще эстетически классно выглядеть. А вот здесь стоп, друзья. Прошу прощения, но позвольте мне прервать свое же видео. Дело в том, что к тому моменту, как я монтировал этот ролик, обстоятельства немного изменились, и я решил подарить этот девайс одному из своих зрителей. Интересно, как его получить? Досмотрите ролик до конца и все узнаете. Итак, вторая посылка, тоже компания Savage, она же, это у нас идет, друзья, вот такой вот небольшой девайс, это защита цепи. И, соответственно, тоже 2 болта для того, чтобы все это прикрутить. Вот. Ну вот эта штуковина, это вообще, по-моему, чистая эстетика. У меня стоит оригинальная защита цепи. Это такой, как на большинстве мотоциклов, это такой пластиковый кожух, который защищает и отсюда цепь, чтобы вы там в нее никак не попали. Еще и там брызги с этой цепи вверх тоже, соответственно, закрыты. Но выглядит это все довольно-таки массивно. И когда попадаешь на DRZ в грязь, на нее очень сильно налипает, она становится тяжелой. В общем, давно были идеи о том, чтобы ее сменить. И вот теперь подвернулась у меня вот такая вот штуковина. Я решил заказать. Выглядит классно. Тоже, опять же, синий цвет. Поэтому прикрутим, поездим, посмотрим. Я думаю, эта штуковина несет чисто эстетический характер. Но, тем не менее, мне она понравилась. Я решил проэкспериментировать. Сниму оригинальную защиту, поставлю эту. Итак, вот это я убираю. Вот пускай теперь покрутится это для вас. Ну и третья посылочка, тоже бренд Savage. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. Тут самые приятные подарочки. Это то, о чем я говорил в одном из своих видео. Это рычаги. Рычаг сцепления на DRZ400 и рычаг переднего тормоза, также на DRZ400. Давайте смотреть их, разбираться. Ну, во-первых, что надо сказать, это все из алюминия, понятное дело. Это короткие рычаги, вот посмотрите, они под 2 пальца, не под 3. У меня сейчас стоят родные рычаги, обрезанные, там один был сломанный, второй я специально обрезал. Но вот этой вот штуки нету. Не знаю, будет она мешать мне. Я думаю, нет, отрегулируем и будет все четко. Плюс ко всему они вот так вот классно выглядят. Тоже в синем цвете. Рычаг сделан тоже, вот смотрите, он на пружине. Вот это выполняет роль регулировки. Соответственно, дальше от руки, ближе. Это все можно отрегулировать. Точно так же выполнен и этот правый рычаг. Вот убираю, поставлю вам их на обзор. Рычаги также имеют вот здесь вот серийные номера, выбитые заводские. Вот именно по этим номерам продавец подбирал мне рычаги под мой мотоцикл. Я скидывал год производства, и он сказал, что эти рычаги подойдут на него идеально. Поэтому такие продавцы на AliExpress однозначно мне нравятся. Товарами вот, на первый взгляд я доволен. Предлагаю, друзья, крутить это все на мотоцикл и смотреть, как это будет выглядеть там. Убираем
родную защиту. Не знаю, может быть, со временем мы, конечно, к ней еще вернемся. Берем этот красивый, но бесполезный тюнинг и установим все-таки ту защиту, которая защищает цепи сверху. Не знаю, возможно. Но пока ради эксперимента устанавливаю вот эту красивую защиту цепи. Ну, видите, да, она носит исключительно такой номинальный характер. Она просто есть. Она просто есть, и она просто красивая. Понятное дело, что она ни цепь, ни райдера ни от чего не защищает. Но, с другой стороны, она легче, чем оригинальная защита. И, наверное, как минимум красивее. Ну, вот как-то так это выглядит. По цвету, конечно, подходит, все красиво, но... В общем, посмотрим. Не уверен, что вот этот девайс я оставлю, но хотелось попробовать, поэтому заказал. Ну, что могу сказать, друзья? Защиту цепи мы установили, а вот с защитой тормозного заднего диска есть небольшая проблемка. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Только я вам нахваливал бренд Savage, говорил, что все у них классно, там по году мотоцикла они подбирают. Ну, в общем, не знаю, то ли человеческий фактор, то ли что-то не так. В общем, эта штуковина мне не подходит. Я вот даже пытался ее снизу как-то приладить, смотрю, не становится. Специально снял колесо. Вот он, суппорт тормозной. И, соответственно, вот, ну как я его сюда не приставляю, и так, и сяк. В общем, не становится он на оригинальные штатные места крепления. Свяжусь в ближайшее время с продавцом, объясню ему ситуацию. И либо, вернут деньги, либо вернут товар, обменяю его на тот, который будет мне подходить. Мне самому интересно, что могло пойти не так, почему эта штука не подходит. Вот, еще раз посмотрел, сейчас уже зашел на AliExpress, посмотрел, все, мой модельный год, все четко. Но, тем не менее, вот даю вам на нее ссылку. Знаете, что вот у меня DRZ 400 2008 года, суппорт тормозной задний Nissin не становится. В общем, ладно, черт с ней, ставлю колесо обратно и будем устанавливать рычаги. Надеюсь, там все будет четко, все подойдет. Тут вот визуально я вижу, все совпадает. Единственное различие, что на оригинальном рычаге здесь вот идет болт регулировки, который поддавливает, соответственно, поршень, чтобы вы могли регулировать. Здесь же болта нету, эта часть зафиксирована, но регулируется вот здесь. Но по сути оно то на то и выйдет. Сейчас протяжечку сделаю небольшую и буду устанавливать. Ну все, ручка четко стала, затянулась. Я ее промазал. И по сути все работает. Вот под два пальца она подходит. Единственное, вот есть у меня небольшие сомнения по поводу вот этого шарика. Не будет ли он мне мешать при торможении. Но в принципе я могу ручку сделать чуть-чуть дальше, для того, чтобы она мне не поддавливала вот на этот палец. И думаю, будет работать. Лягушка щелкает, соответственно, стоп-сигнал загораться будет. Все, фиксирую ее снизу и переходим к ручке сцепления. Так, теперь у нас очередь ручки сцепления. Снизу контргайку я снял, выкручиваю болт опорный. Тросик сцепления я уже ослабил, чтобы можно было все это достать. И вынимаем сам трос. Трос у меня в принципе еще живой. Так, ну и давайте сравнивать ручки. Вот она родная. И вот она тюнинговая. Соответственно, мы видим, что она чуть-чуть ниже уходит. Соответственно, скорее всего, мне нужно будет ее регулировать, чтобы она ушла дальше. Угол у нее вот этот немножко другой. Короче, сейчас поставлю и будет понятно. Так, вроде бы, на первый взгляд тоже все подходит. Все должно быть четко. Для смазки я использую графитовый литол.
Ну, графитовая смазка, не знаю, как правильно. Не знаю, раньше использовал литол, но почему-то вот на графите мне нравится больше. Мне кажется, что трение меньше у тех деталей, которые я сажаю на графит. Может быть, это, конечно, только иллюзия, но тем не менее, как-то она мне больше по душе. Так, друзья, ну и вот уже я вижу определенные изменения. Дело в том, что ручка эта упирается у меня в защиту. Эта ручка, конечно, была короче и не цеплялась за защиту. Но у меня эта защита много раз гнутая. Скорее всего, причина в ней. Потому что она здесь должна быть более ровна. Тут вопрос не в ручке, а вопрос в защите. Поэтому, скорее всего, сейчас я сниму защиту. Буду ее выгибать и возвращать на родное место. Ну все, по сути, проблема решена. Вот эту вот защиту я снял, изогнул ее, вернул на прежнее место, как она и была. Она и здесь теперь ровно стала, здесь. И теперь ручке сцепления ничего не мешает. Плюс я ее отнес немножечко сюда. И все, она теперь прекрасно выжимается. Все замечательно. Теперь надо покататься, потестировать и понять, будет ли мне с ней удобно. Так, ну и, собственно, давайте подводить итог по поводу тюнинга всего. Значит, защита тормозного диска, увы, не становится, не подходит. С чем связано, буду разбираться, напишу продавцу. Потом ниже в комментариях опишу ситуацию. То ли верну деньги, то ли, возможно, обменяю товар. Защита цепи красивая, прикольная стала. Все отлично. Функционал от нее не особый, чистая эстетика. Покатаюсь, посмотрю как. Если что, буду, если вдруг возвращаться к родной, обязательно тоже об этом в будущем скажу. Ну и ручки. Самое главное, тормозами я доволен более чем, становится все идеально, подходит идеально, никаких люфтов, ничего. Я их уже отрегулировал, ручку чуть вперед убрал, просто шикардос. По сцеплению стало не сразу, но была причина в том, что защита у меня ручек вот это вот после последнего падения, видать, ее сильно изогнуло. Сейчас я ее в тисках поправил, она алюминиевая, благо гнется. И все стало шикарно. Ручка, правда, это чуть-чуть длиннее, чем та, которая у меня стояла. Вот эта родная, я уже к ней привык. Она вообще прям была коротыш под 2 пальца. Это чуть-чуть длиннее. Но покатаюсь, пойму, будет ли мне это удобно. Если нет, ну тогда придется также доработать напильником, отрезать вот этот вот шарик на конце, потому что, признаюсь, я уже прям привык работать с сцеплением только 2 пальцами, и в зажатом состоянии, когда сцепление у меня выжато, у меня вот эти 2 пальца все равно контролируют руль. Ну, покатаюсь, пойму. В общем, покупками я своими доволен, несмотря вот на небольшой этот эксцесс, все нормально, я думаю, все вернут или поменяют. Ну и, собственно, друзья, пришло время рассказать о том, как вы можете получить вот этот девайс в подарок. Вы видели, что он не подошел на мой мотоцикл. Я связался с продавцом, с компанией Savage и объяснил им, что на мой мотоцикл эта вещь не подходит. Мы стали разбираться, и оказалось дело в том, что конкретно эта модель подходит на задний тормозной суппорт Suzuki DRZ 400 модификация SM. Дело в том, что у меня Suzuki DRZ 400 модификация E. Оказывается, у них различаются суппорта, я об этом не знал. И на мою Ешку идет такой же плуг, только у него немножечко по-другому разнесены крепления, он немножечко модифицирован. Я предложил вернуть этот товар производителю, а мне взамен выслать новый товар. Он сказал, не надо, оставь себе, подари своим друзьям, а тебе я вышлю новый. Соответственно, друзей на DRZ 400 синего цвета у меня нет ни одного. Поэтому среди моих зрителей наверняка есть владелец DRZ и, возможно, синего цвета, и, возможно, он у вас SM-ка. Так вот, если все эти факторы совпадают, вы владелец такого мотоцикла, просто напишите в комментариях: «Макс, привет, мне нужен этот девайс, готов получить его в подарок». Я отправлю вам его совершенно бесплатно в любую точку России, но только единственное, пересылка будет за ваш счет. Какие правила получения подарка, спросите вы? Элементарное. Ваш комментарий должен быть первым. Ну и в ответ мы с вами спишемся, вы должны будете как-то подтвердить, что на самом деле вам этот девайс нужен, и я вам его вышлю без всяких проблем. Так что, друзья, если вы мои зрители, новые или уже старые, и вам нужен этот подарок, просто напишите комментарий первым, и я его отдам.
А теперь продолжаем смотреть ролик. Ну и по итогу, друзья, все мы это сможем протестировать уже буквально скоро. Уже на улице теплеет, весна. Я думаю, в ближайшее время будет меньше гаража и больше природы. От себя, по традиции, желаю вам покупать на свои мотоциклы только качественный и интересный тюнинг. Ну и, конечно же, как можно больше путешествуйте. И всем добра!